Здрасте, с вами я, Клэр Обскюр, также известная как Кироскиро. Это термин из живописи, означающий светотень, специальную технику для придания глубин линий. И еще это часть названия игры «Экспедиция 33» от очень французских разработчиков. Очень. Игра почему-то сейчас на хайпе, хотя делали ее очень долго, лет 7 или около того, и сейчас я буду про нее вам рассказывать свои мысли идиотские. Начну с причин хайпа. Первая причина — французский импрессионизм в игровом формате. Ну и вторая — по сюжету. Каждый год все, кто доживает в мире Клэр Обскюр до определенного возраста, стираются из мира Гамажу, а сама цифра каждый год уменьшается. Гамаж — это еще один термин из живописи, переводится как стирание. Таким образом, по задумке автора, в какой-то момент останется куча 4-летних детей, которые в жутких муках умрут от голода после того, как все, кто мог о них позаботиться, сотрутся из реальности у них на глазах. Сразу разочарую, этого в игре не случится. Что обидно, ведь ради чего еще такое играть? «Золотая ганда. Экспедиция 33» — это театральная постановка, как и все сюжетно ориентированные игры. Вспомним тот же Bioshock Infinite, где нас ведут за ручку от сцены к сцене и местами даже предлагают косметические сюжетные решения. Что вы выберете? Орла или решку? Соловья или клетку? А на что это повлияет? Ни на что не повлияет, но выбирать вам нравится, вот мы вам и дали. Такие сюжеты в играх называют линейными. Неважно, что вы выберете, финал вас ждет один и тот же, ну или там маленькая разбивочка, вы поняли. Единственный выход из ситуации в линейной игре — это или объявить себя Сигмой и сделать сюжетный мод, или перестать играть дальше. Тогда вы сможете изменить судьбу персонажей, если они вам так сильно понравились или не понравились. Ой, кто-нибудь помнит Мавин из Скайрима? Ох, как я хотела бы ее прикончить. А Маркардских как хотела бы завалить. Но нет, сюжетная броня. Но не все театральные постановки идут по рельсам. И есть наш любимый, незабвенный Мурутопия, где вы решаете, каким будет ваш персонаж человеком, кто из актеров выживет. И нам даже дают поиграть за разных главных героев, в разных частях, и выбрать один из 3 финалов своими действиями. Еще больше финалов ждет нас в повешенных театральных постановках. А в симуляторах так и вовсе импровизация. Как говорил Питер Мойнью, весь игровой мир — это театр. В нем женские NPC, мужские NPC, небинарные NPC, все актеры, а игрок — боженька. Дайте денег, дайте денег. Конец цитаты. А раз перед нами театр, то важны ли игровые механики? То есть геймплей. Создатели игры считают, что не особо, и ограничивают наше продвижение по сюжету игровой механикой, которая бы очень понравилась малым детям, если бы у них была достаточно развита реакция. Азиатским Quicktime ивентом. Quicktime Event — это вечное проклятие кинематографичных игр. В таких произведениях, как «Дожить до рассвета» или «Dragon's Lair» — «Логово дракона». Игрок судорожно выискивает на экране значки и вовремя нажимает на кнопки, вместо того, чтобы наслаждаться сюжетом, актерской игрой, красотами музыки и прочих синкретических искусств. Синкретическое искусство — это когда много разных произведений объединены в одно. Представьте, вы пришли в Французский государственный музей современного искусства. Или, может, в ГЭС-2, или винзавод, хлебзавод, как всегда. И там экспозиция с костюмами из оперы «Золотой петушок».
А в соседнем зале экспозиция декораций оттуда же. И вы ходите, смотрите, там перевод искусства. А в соседнем зале можно послушать оркестровую партитуру. А в соседнем почитать либретто. И каждое из этих занятий так увлекательно. В соседнем зале послушать можно оперных певцов. А еще в соседнем хор, потому что это, как ни странно, другой подвид искусства. Еще есть мета-отдел, где вам экскурсовод объяснит обстоятельства, при которых золотой петушок был поставлен. Какие скрытые смыслы вложены. Еще там будет архитектура театра изнутри и снаружи, чтобы понять контекст лучше. Вот сколько искусства на самом деле намешано в синкретическом произведении. Минуточку. Там же еще поэзия, актерская игра. Если танцоры участвуют, то еще хореография. Если сложные подвижные декорации, еще инженерное дело. Это, конечно, не искусство, но... Чем дальше в лес, тем пышнее фики. Это вам не рисунок на холодильник прицепить. Теперь представьте, вы сидите в кинотеатре, смотрите очень красивый фильм. Пусть это будет «Отель Гранд Будапешт», только пусть еще будет с музыкальными номерами. И в 3D. И в купальниках. Для меня лично. И нужно отслеживать быстро появляющиеся кнопки и нажимать на них, чтобы фильм не закончился раньше времени. А вокруг сидят зрители и просто чилят, смотрят кино, наслаждаются. Иногда немножко негодуют, если вы мимо кнопки попали. Как же решить такую проблему? Чтобы вот и мультик про чашечек посмотреть, и будет хелом не давиться. Разработчики Sandfall Interactive, создатели этого Clair Obscur Expedition 33, придумали ставить игру на паузу и давать игрокам испытания на реакцию в моментах максимальной готовности. И это очень всем понравилось. Ну, кроме меня, так как мне проще зачистить арену а-ля Биошок и потом спокойно ходить в режиме интерактивного музея, как Хогвартс Легаси, любоваться достопримечательностями. Вообще я очень люблю, когда сюжет подается из окружения. И честно, если бы в Хогвартс Легаси напихали несколько маленьких новелл, которые мы могли бы почитать, просто собирая записки, я была бы на 7-м небе от счастья. Но этого не случилось. В общем, сама я доиграла в Clair Obscur до замены Роберта Паттисона на какого-то другого актера, обиделась и ушла досматривать на ютубе. Но ты, братишка, не будь как я. Доводи свое дело до конца. Поставь мне лайк, ну же, оформи подписку. О, да, не все игры могут быть шутерами в коктейльных платьях, а-ля тот же Atomic Heart. Но Экспедиция 33 душит однообразным геймплеем. И я не могу понять, что не так, потому что в Хейдесе геймплей тоже был однообразный, но его я без особых стараний прошла. Хорошо, без особых страданий, я прочитала неправильно, старания были. Страданий не было, было приятно. В моих любимых карточных рогаликах не сказать, что полно мини-игр разнообразия какого-то. Проблема скорее в том, что независимые разработчики подобрали не тот формат фокус-групп, наверное, если у них вообще были фокус-группы. Ну, вот что мешало на полэкрана впилить светящиеся индикаторы? Нажми сюда! Пока вам враги первый раз толком не наваляют, любые уклонения зависят чисто от удачи и интуиции и вызывают у меня лично лютые душевные страдания.
Раз уж речь зашла о нескучном и разнообразном геймплее, я бы хотела упомянуть первых психонавтов, которые лично я считаю идеалом игры с разнообразным геймплеем. Да, в Экспедиции 33 есть элементы платформера, элементы стратегии, непонятно зачем добавленная механика с этим солнечным существом, на котором можно перемещаться по карте. Но на практике вся игра упирается в... Нажми на кнопку, но что же ты не рад? Казалось бы, Этель, ты же любишь все красивое. И любишь все концептуальное. Авангард там всякий, артхаус, высокие материи. Перестань. Если еще и грустный конец упомянешь, это уже будет не YouTube, а OnlyFans. Ладно, успокойся. Там с сюжетом беда. Да, друзья мои, с точки зрения драматургии, это произведение хромает на обе ноги. Ici, j'ai une chance de vivre, Verso! Сказала, что любит тебя! Думай, что любит тебя! Психонавты вот не хромают. Хотя, Утопия не хромает. Биошок 1 вообще красота. Про Адвенчур я молчу. А Экспедиция 33 хромает. Мне просто есть с чем сравнивать. Времена неприкрытого формализма, когда в играх для приставки или аркадного автомата сексапильный примат кидался бочками в не менее привлекательного усатого водопроводчика, давно прошли. I wonder what's in this glowing barrel. What? Nunchucks? Those aren't even Australian. Oh, great. So I'm dead now. Fine. I'm sick of this stupid game anyway. Современные игроки не любят формализм. Если, конечно, он не какой-то совсем уж подкупающий. И Clair Obscur как раз такой подкупающий. В него можно поиграть во имя любви к искусству, не задумываясь о сюжете. Возможно, поэтому в самом конце игры нам и рассказывают про войну демиургов-художников с демиургами-писателями. Я бы даже могла представить, какие миры создают в метареальности Парижа из Clair Obscur писатели. Если у художника все очень красиво, но недосказанно и часто абсурдно, вроде экспедиции, путешествующей на колесе обозрения, чтобы так изучить мир, то у писателей наоборот, все было бы прописано и понятно, но в текстовой форме, без отыгрыша на сцене. Да, прямо как в играх West of Loathing или Shadows over Loathing. И, может, Storyteller, или даже текстовых квестах, почему бы нет. Ну, на картинах, конечно, часто сюжеты такие себе. Вроде сестер-близняшек Рахили и Юдифи, спасавших отца грудным вскармливанием. Или кинки-пати у Симона Фарисея. Или пир Гилиагабала, на котором гости начали вейпить одновременно и задохнулись. Но я, как девушка, предпочитаю собственную фантазию, так что тексты рулят. Больше всего в Экспедиции 33 мне нравилась загадочность, возможность собирать сюжет по косвенным признакам. Но когда в конце оказалось, что меня... Курица! Ой. Меня стало обидно, знаете. Ни цветочков не подарили, ни на ужин не сводили, а просто в парке через скамейку и... Чуть меньше мне понравилась общая эстетика.
This building has a certain melancholy beauty. A lone outpost of humanity nestled amongst the corals. A sailor lost at sea. Our resident cynic is now a poet. Wouldn't expect a Cartesian engineer to understand beauty. Да-да, я настолько снупка. Да, уровни сюрреалистичны. Вырви глазно прекрасны. Но это как-то не вяжется с меланхоличным сюжетом и грудами останков, на которые постоянно натыкаешься то там, то тут. И знаете, такие же чувства возникали у меня и в Биошоке, и в Close to the Sun, про корабль Теслы. И, конечно же, Atomic Heart, который я не доиграла дальше второго уровня, потому что мне стало слишком страшно. Разработчики будто боятся делать красивые места, без наваленных грудами останков. Вот Hogwarts Legacy, например. GTA. GTA – отличные игры и никаких нагромождений меланхоличных кадавров. Вот нет этого там. Ничего, живы-здоровы, играем дальше. Киберпанк 2077, игра спорная, но там тоже очень много всего интересного и скромненько, знаете, с грузом 200, скромненько. Я уверена, что груды тел — это устаревший формат. Да, они были в Ведьмаке 3, но даже там не везде и не в таких количествах, на первых уровнях еще ладно, или на местах свирепствующих монстров. Но основной-то мир нормальный, можно как бы в нем даже пожить каким-то образом. Лично я туда никогда не ездила, путевки слишком дорогие, из Эльфляндии были, поэтому. Но подружки присылали открытки. Еще я начинаю думать, что автор экспедиции 33 Йори Некрофил. Если бы он так любил драму, сделал бы останки в формате каких-нибудь статуй пафосных, как в игре The Forgotten City, где люди периодически превращались в золотые статуи. Не буду спойлерить, поиграйте, очень классная игра, намного лучше Clair Obscur на мой вкус. Там даже некоторые персонажи мне так понравились. Прям как Паттисон Clair Obscur, но мне больше понравились. Я его исправлю. Ладно. Еще французы умудрились сделать клюкву на самих себя. Ні, вони з Республіки французьких стереотипів. Їх усі ненавидять. Вот так вот, да. В Биошоке, например, помнится, было много-много сатиры. Welcome to the circus of value! Но бюргерами в ковбойских шляпах никто же не давился. Есть какая-то грань хорошего вкуса, Высокий вкус, неразборчивый вкус, подчеркнуто плохой вкус. где саморефлексия, омажи и прочие национальные колоритные штуки, вы поняли, да, они переходят из чего-то со вкусом во что-то, что можно характеризовать как Бабкину и ансамбль «Золотое кольцо». Вот в это вот все. В Atomic Heart было много советской эстетики, но почти не было официозных песен и гармошка, водка, балалайкинга. Почти. Здесь, в экспедиции 33, французская эстетика выжата настолько гротескно, что я сама бы им гомаж устроила уже на первом встретившемся миме. Все верно. В игре настолько много стереотипов во Франции, что в какой-то момент появляются особые челленджи, опциональные мини-боссы и мимы. Но в отличие от настоящих мимов, эти невыносимо скучны, и я уверена,
дурны в постели. Не знаю, зачем их в игру добавили. И вот я бегаю по французским, значит, улочкам, сюрреалистичным, под французскую гармошку, в костюме мимо, с багетом и шардоне. Курю пармезанию, вспоминаю Эльфиеву башню из города Люмьер, который точно не Париж по задумке автора. Тут мне в голову приходит крамольная мысля. Геймплей-то унылый, да? Да. Декорации красивые. Сюжет, ну, он есть. Чем эта игра лучше Смуты? Вот чем Clair Obscur лучше Смуты? Медведь, научи меня пердеть. Она лучше только тем, что сюжет в искусстве отходит на второй план благодаря подавлению недоверия. Suspension of disbelief. Так что, чтобы закрыть глаза на недостатки, нужно этого хотеть. Так работает любая вера. Пока вы не захотите, вы не поверите. Если, конечно, вы не дети. К сожалению, обстоятельства нашей жизни мешают хотеть закрывать глаза на недостатки Смуты, учитывая ее происхождение. А вот против карикатурных французиков Clair Obscur у нас ничего нет. Так что проще расслабиться и получать удовольствие. К тому же, Экспедиция 33 предлагает интересный, хоть и бестолковый, но все же интересный сюжет. Всякие загадочные, таинственные явления, мелодраму. Знаете, как «Сталкер» или «Алиса в стране чудес». В то время как Смута написана по учебнику истории, и ничего таинственного в ней быть не может. Медведь, научи меня пердеть. Ну или хотя бы экзотичного, как в игре про богемских рыцарей Kingdom Come Deliverance. Или даже недавнем симуляторе ходьбы «Непобедимый» по фантастическому произведению Лема из 70-х 20 века. Отдельно хочется заметить французскую национальную черту – кичливый империализм. На острове, куда прибывает игрок, живут волшебные аборигены Жестрали. И вот когда наши разодетые во фраке с цветами парагоны цивилизации прибывают на остров и начинают там сражаться с местными, они при каждом контакте с местными индейцами Жестралями отпускают комментарии, что, мол, Жестрали недолюди, умственно отсталые, ограниченные и вообще не способны к развитию. И это при том, что, побродив, можно найти руины их жестрайской городской цивилизации, уничтоженной то ли гамажом, то ли с каким-нибудь еще там катаклизмом, то ли просто для красоты они по сюжету были нужны, как бы, ну знаете. Я не понимаю, зачем отпускать эти унизительные комментарии, ведь нам и так по сюжету и музыкой, и внешним видом, и диалогами показывают, какие аборигены причудливые, такие забавные, не от мира сего, ну не воспринимайте их серьезно, у них краска вместо крови, ха-ха-ха. Да, остров художницы очень красивый, но цивилизованную часть их мира я бы сама с радостью обрела вайт-спиритом. Такое отношение напоминает мне игры Бенуа Соколя. Это такой игродел из 2000-х, который сделал легендарный квест Сибирио. И еще ряд игрушек вроде Амерзона и Тонущего острова. Так вот, и в Парадизе, и в Амерзоне, и в Тонущем острове, и особенно в третьей части Сибири, все они французы показаны так себе. А уже аборигены и вовсе жалкое зрелище. То, что у вас лучшая в мире индустрия искусства, не дает вам права унижать остальных. Это право дают экономика и военно-промышленный комплекс, а не изящное искусство. Давайте подытожу.
По моему этическому мнению, «Экспедиция 33» — это депрессивная смесь дорамы, латиноамериканской теленовеллы, потешных французских стереотипов и квик-тайм-ивентов. У игры прекрасная команда художников и сочная музыка, которую я, наверное, даже добавлю себе в плейлист для эльфийских удовольствий. Но до конца пройти банально не хватает терпения. Мне кажется, Lies of P 2023 года заслуживает такого же хайпа. И обе игры страдают от монотонных сражений и гор ненужных трупаков. И нет, я не буду косплеить Эские. На этом мысли закончились. Спасибо, что были со мной. И желаю хорошего остатка жизни, пока Гамаш нас не сотрет.